never make it this far. They hated, they never believe me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense. I don't care what a critic gotta say. I got them picking up the pieces. Все. Оба. Привет, друзья. Это новости из бокса. Что-то он дымил, да, немножко? Как обычно, мы любим рассказывать про то, в каком состоянии подготовки находится наша команда, как себя чувствуют в машине и что самого интересного произошло за тот период, за который мы не виделись. Ну, давайте начнем с шершня. Шершень в полной боевой кондиции. Мы полностью его проверили. Уже через пару дней он уезжает на настройки, проверяем окончательно, и в ближайшее время он будет на тестах. В целом по машине нет никаких изменений, кроме той самой фишечки, которую в прошлом году, как вы помните, на финальном этапе Дамир показал, как ехала Вольтеза, до того момента, пока она не оказалась в стенке. Но, в общем, мы переделали в шершне задний подрамник, и я надеюсь, теперь эта машина будет рулиться безупречно, круто, потому что все, что касательно передней подвески, все, что касается настроек редукции и прочего, мы с этой машиной полностью разобрались. Теперь подойдем к Супре А90. Fast life, the fast living. They see the ambition, they know I'm past driven. Look, we are not the same, this is not a game. I've been swerving through the city in and out of lanes. Yeah, cause if I see it, then I want it, then you better know I got it. Ain't no options, I'm about to do the damn thing. I'm an outlaw, you can never catch me. I'm in first place, you can never. Да, конечно же, мы хотели видеть ее на первом этапе, но сегодня мы точно и честно говорим, что на первом этапе эта машина не появится. И, кстати, я знаю, вы точно знаете, когда она появится, и пишите в комментариях, когда она появится. Я надеюсь, там будет комментарий что-то типа в 25-м, в 26-м, в 27-м году. И это будет самый лучший комментарий. Но мы надеемся, что она появится раньше. Пацаны, кстати, говорят, что она появится, скорее всего, где-то ко второму, максимум к третьему этапу. Но я надеюсь, что все-таки ко второму. Вот. Скажу лишь по ней что сегодня эта машина уже на подвеске. На ней установлен вайсвап. И вообще, кстати, вайсвап у нас будет установлен на всех трех Супрах. Здесь установлен вайсвап. Мы уже примерили сюда макет двигателя. Он также удачно сюда располагается. Мы подобрали правильную рейку. Мы установили в нее Винтерс. И есть еще одна фишка, о которой мы расскажем, когда будем рассказывать про Жекину Супру. Даже две фишки. Вы видите, она приобретает карбоновый окрас. Эта вся машина будет полностью состоять из карбона. И это не какой-то обвес, который можно купить на рынке, например, ХГК или еще что-то. Это полностью уникальная разработка нашим партнерам, Средненевским судостроительным заводом. Это наши новые друзья. И мы реально всей командой восхитились их подходом, восхитились их процессами, автоматизацией. То есть мы реально вот на протяжении всей зимы создаем вот этот новый, абсолютно уникальный обвес Супры. Мы работаем по воссозданию каждого элемента вместе. Нам безумно этот процесс нравится. Вот так будет выглядеть наша тачка. Я, кстати, показывал уже нескольким мировым пилотам эту машину. Тем, кто, конечно же, хотят ехать на Супрах. И все они говорят: Денис, пишут мне до сих пор, когда мы можем купить твой обвес. И да, мы действительно будем продавать эти обвесы для всех, для вас. Поэтому, если вы сегодня соберетесь строить новую Супру А90, то как минимум у вас уже появится выбор, как минимум из еще одного решения, который мы обязательно вам покажем. Лично мне машина Никитоса Шикова нравится прям сильно. Но мы старались сделать так, чтобы эта машина как минимум отличалась от нее. В общем, про Супру можно еще долго рассказывать, но вон там стоит Коля за этой камерой, и вы должны обязательно, точнее мы должны потом Коляну дать в одно место, если Коля не сделает классный фильм про эту Супру. Мы действительно снимаем клевое кино о том, как мы строим, какие используем материалы, инженерные разработки, как происходит весь процесс. В общем, то, как мы строим эту машину, мы обязательно вам покажем. И для тех, кто любит вот эти вот подробности технических движений, мы обязательно все расскажем. Поэтому ждите фильм про Супру А90 на нашем канале. И это, я думаю, будет клевый фильм, потому что это первая Супра А90, построена полностью в России. Раз уж женечки заговорили, заговорим тогда о Супре А80, на которой поедет Женя. Play me, they ain't know no better.
drip on me, you can call me Chris Webber. Brand new whip with the brand new leather. And now I make plays so they all look jealous. Oh my God, now they all look jealous. Brand new drip, hope they all got umbrellas. Y'all don't fit in, call them all Cinderellas. And I heard your last dog, you can do better. Это не та же самая Supra, на которой ехал Джек Шенахан, Тецуя Хибина, которым в прошлом сезоне ехал Жека. Это абсолютно новая машина с новым кузовом, с новым каркасом и с огромным количеством новых фишек, которых мы еще раньше не делали. Изначально у нас была идея просто взять старую Супру, пересыпать в новый кузов и завести и отправить Жеку на ней гонять. Но когда мы поняли о том, что в старой Супре есть много косяков, которые нам реально не нравятся, более того, мы же много других Супр видели в своей жизни, мы поняли, что нам нужно сделать реально классную машину. Поэтому кажется, что вот эта Supra A80 сегодня, наверное, одна из лучших, что есть на, не знаю, на мировой сцене дрифта, потому что мы ушли все косяки, которые когда-либо видели во всех Супрах. Во-первых, начинается с простого, да, с каркаса. Каркас здесь уже сделан современный, легкий, понятный, простой, без лишних элементов и так далее. Во-вторых, он сделан таким образом, что в эту маленькую машину такой огромный Женя Лосев не просто помещается, он может просто даже особо не приседая залетать сюда сходу. Мы учли эти факторы. Мы поменяли полностью посадку, мы изменили там геометрию каркаса и так далее. То есть сегодня это прям, ну, реально интересная тачка. В этой машине абсолютно все построено практически с нуля. Ну и продолжая тему с каркасом, хочу показать, видите, как здесь, например, даже банально крепление радиатора, угол его, там сколько места для него. Даже вот бак сухого картера, который всегда должен быть в доступе, и вот в старых Супрах это просто было невозможно сделать. Это все было супер неудобно, здесь мы все это реализовали. И, кстати, интересный факт, но это первая машина в компании Fresh Auto Drift, которая выйдет на Винтерсе. Но, кстати, все новые машины, на которых мы поедем в этом сезоне, они все будут на Винтерсах, и это, конечно, очень круто. Ну, в общем, здесь все то же самое. Здесь Вайсвап, здесь Spectrum. Наши стойки, мы все поедем на Spectrum. Мы, кстати, мега довольны Spectrum'ом с прошлого сезона. И также респектуем нашему партнеру Spectrum за такие крутые стойки. Эта машина вся будет в Kevlar карбоне. Я знаю, что вы опять сейчас начнете писать, строчить комменты, когда же в Супре будет новая, точнее оригинальная морда. Сразу вам отвечу, чуваки, никогда не будет. Потому что, ну реально, мы не хотим оригинальную морду. Это для нас очень геморройно, сложно. В общем, а лично мне реально еще и нравится Top Secret. Поэтому, если кому-то не нравится Top Secret, давайте прямо здесь в комментах поругаемся на эту тему. Не знаю, по мне Top Secret это гоночная, классная, мощная морда. Да, она длинновата, немного лимузинчик, но, блин, Женьку нравится, мне нравится. Какие вопросы? У нас остается там около 3 недель. И, конечно, глядя на эту Супру, ну, просто не верится, что эта Супра может выехать уже через пару недель на тесты или вообще попадет на первый этап. Но здесь пацаны просто наши уверены. У нас, кстати, немного пацанов по-прежнему остается. Но они уверены в том, что эта машина точно будет на первом этапе. Но вы сами знаете, мы не можем ее не выпустить. Потому что если мы не выпустим Жеку на этой тачке, как минимум у меня будет пробита голова, у Никитоса, у всех механиков и у всех, даже у кого-то из тех, кто сейчас смотрит. Поэтому мы не можем этого позволить. Мы хотим быть здоровыми и невредимыми, но Жека нам точно этого не простит. Поэтому Жека должен выехать на этой Супре совершенно точно. Мало того, что на первый этап, еще и успеть зацепить хорошие качественные тесты. Так вот, фишка, о которой я вам говорил. В этом сезоне мы все выскакиваем на алюминиевых карданах. Лично я считаю, что это дикая авантюра. Но мы сейчас позовем Никитоса, и он ответит за этот базар перед вами. Но Никитос сказал, чуваки, в драге это все используют, везде это используют, в супермировом спорте. Поэтому это точно будет работать, я вам за базар везу. Что вы думаете об этом? Напишите насчет алюминиевых карданов. Я лично топлю за карбоновые, как Аркаша, как многие другие пилоты, но Никитос говорит, пацаны, алюминиевые ставим, не парьтесь, они суперские. Но вообще мы ездили всегда чуть ли на заводских карданах, либо на усиленных просто железных. Они безумно тяжелые, алюминиевые просто супер легкие, кажется. Мне кажется, что когда Жека даст клатча и поставит свои любимые 0,5-0,6 давления, то это всю конструкцию сразу снесет. Никитос. Ну, на самом деле, проблема не в том, что я люблю алюминий и не доверяю карбону. Вот. А дело в том, что заказывая карбоновый кардан в драйвшафт с Америки, его люди ждут там минимум 6-7 месяцев, а сейчас в нынешней ситуации сроки доходят до года. Вот. А алюминиевые производства, я так понимаю, быстрее, не знаю почему. То есть карбоновый заказываешь, ждешь, алюминиевый пришел очень быстро. Вот. Времени ждать у нас карбонового не было, решили попробовать алюминиевый. В целом в драге алюминий ездит, и вопросов, я думаю, не будет. Ну, то есть ты отвечаешь за то, что это будет работать? Да.
А мы это проверим. Никит, ну расскажи еще, какие фишки в этой машине, которые у нас раньше не было. А я пока опущу ее. Например, крепление педального узла. Очень интересная ситуация. Хотели заново все чертить, рисовать, кронштейны. Вот. Я решил, почему бы нет, если Дамир тут уже все, Lexus свой исчертил полностью от и до. И многие такие вещи, как, опять же, крепление педального узла, ну просто не изменяя никак, нарезали на лазере, сварили, немного адаптировали, и оно все подошло. Такие же там крепления мотеков, ПДМов и вот многие такие кронштейны. Но при этом не вся машина исчерчена. Если проводить аналогию с дамировским Lexus, который от и до, то есть он может собрать эту машину, вот взять другой кузов, просто практически ничего не там, отрезая болгаркой, не рисуя, то есть с минимальными там какими-то затратами там, именно сил своих ее построить. Вот. А здесь же все равно 2D принтер присутствовал, то есть Никитос у нас механик, много чего вот из такого картона сделано здесь. Много его ушло очень на эти два кузова. Вот из такого картона создаются там такие же, те же самые тоннели, полы и много что другое. Вот. Никитос, у меня главный вопрос. Когда мы увидим на Супре Дамира? Ко второму этапу увидим его? Ко второму этапу увидим, конечно. Отвечаешь за базар? Да. Если мы это увидим на первом этапе, то ту мы точно увидим на втором. Если мы эту на первом? Да. Братан, если мы эту не увидим на первом, то тебя и меня мы больше не увидим. Поэтому мы точно ее увидим на первом, а ту мы увидим на втором. Я говорю как есть, если это выезжает на первый, то та точно уезжает на второй, потому что времени у нас будет столько же, а по накатанной все пойдет быстрее. Вот она уже в покраске, и, я думаю, через недельку вернется. В общем, если резюмировать все, что мы сказали про две Супры, это получилось два абсолютно уникальных проекта с кучей новых инженерных и разных решений, собранных абсолютно с нуля. Многие вещи мы заново переделывали. Это, конечно, заняло много времени, но глобально мы обе Супры построим, по сути, за зимний сезон. Да, с дамировской машиной мы, к сожалению, не успеваем попасть на ней на первый этап, но, друзья мои, это даже хорошо. Потому что я прекрасно знаю, как вы все ждете Lexus V8. И прямо сейчас мы его посмотрим. Lexus V8, и как вы видите, он до сих пор стоит на подъемнике, он уже почти 2 года в этом положении находится. Эта тачка, не знаю, почему-то я на нее залипаю просто как на огонь, воду, на что-то можно смотреть вечно. Вот на Lexus V8 можно реально смотреть вечно. Всякие фитинги, всякие штучки, как он весь выкрашен. Причем он смотрится и снизу мега красиво, так и сверху. Когда ты открываешь капот, когда ты видишь, как он сделан, но он, конечно, сделан максимально педантично, максимально качественно. Даже и для тех, кто не любит этот кузов и скажет, что это старое там дерьмо, вот, даже они, я думаю, будут на эту машину просто залипать. Я восхищаюсь, как он сделан, весь чистенький, красивенький, все очень круто подогнано, сделано. Есть классная новость. Я знаю, что многие из вас, я подумал, он упал на нее сейчас. Я знаю, что многие из вас смотрели фильм про Lexus V8, про там, сколько серий было, Калин? 2. Мне многие иностранные пилоты подходили и говорили, когда мы уже увидим Дамира на V8? А вы знаете, как за рубежом любят V8, особенно в Эмиратах, в Оманах, в Катарах, в Бахрейнах и во всем этом Middle East. Так вот, я многим отвечал никогда. Но я, на самом деле, как владелец команды, конечно, бы порадовался, если V8 будет надежнее, чем GZ. И вы знаете, что не будет делать. Все очень хотят увидеть это, и специально для тех, кто хочет это делать, мы сняли 3-ю серию про Lexus V8, где мы подведем финишную черту о том, что было использовано, как, почему. И Дамир лично обо всем расскажет, поэтому обязательно не пропустите серию о V8 на нашем канале. Это будет заключительная 3-я серия про Lexus V8. Но я уверен, что на первом этапе, когда увидите эту тачку, даже если вам пофиг на V8, вы точно останетесь неравнодушным к тому, как собрана и сделана эта машина. Ну и, конечно же, самый главный хейт – это то, что во Fresh не осталось ни одного механика. Конечно, мы можем прям быстро набрать целый вагон механиков любых, но Никитос очень скрупулезно подходит к каждому. Приходят ребята, что-то не нравится, уходят. Приходят ребята, что-то не нравится нам, они уходят. В общем, у нас появился новый механик, я вам сейчас его покажу. Ну, с Женьком вы уже знакомы, Женька я вам показывать не буду. Как дела? Да, отлично. Все, кайф. Никитос. Это Никитос, наш новый механик. Смотрите, какой зверюга. Мыться не даем, спать не даем. Короче, Никитос лютый тип. Ну давай, рассказывай. Я забыл. Ну сейчас я вам расскажу. Никитос, ну как ты здесь появился?
Ну, неофициально я здесь варю выхлопа и все, что вообще связано со сваркой с первого кузова. А так официально я здесь уже 4 месяца. Ребята, ну и конечно же, я не могу не сказать пару ласковых слов о хейтерах и о том, на какую тему нас хейтят. Тема ливреи уже не актуальна. Вы многие пишете: о, опять будут эти красные ливреи, что за дурацкое название? Ну, во-первых, ливреи будут новые. Во-вторых, Syntec действительно остался с нами, и для нас это большая честь, потому что мы очень любим и ценим отношения с партнерами, и всегда рады, когда эти отношения развиваются. И в этом году вместе с Syntec мы кардинально улучшили гоночное масло, и я уверен, что вы очень быстро поймете, что синтековское масло – это реально крутой продукт. Название Fresh Marketplace. Действительно, компания Fresh Auto наш, наверное, самый главный спонсор и самый главный партнер. Она создала эту команду, она, по сути, всегда закрывает все дырки, которые в ней есть, спонсирует, финансирует и так далее. И дело в том, что компания Fresh Auto сегодня тоже производит некую эволюцию на рынке, или, я бы сказал, даже революцию. Мы трансформируемся из сети автосалонов в Marketplace. Мы убеждены, что наш продукт по покупке, продаже и обслуживанию машины сегодня лучший на рынке в нашей стране. И поэтому мы действительно сегодня Marketplace, и мы действительно хотим стать самым крутым и узнаваемым продуктом в автомобильной сфере, и поэтому мы Fresh Marketplace. И более того, если вы посмотрите все мировые названия разных команд, например, в велоспорте, они очень часто называются брендами и продуктами компаний. Все, что мы хотим сказать, чуваки, мы Syntec и мы с Fresh Marketplace. Поэтому мы очень просто и понятно решили себя назвать. И, кстати, если ты и сейчас не согласен, все равно пиши в комментах. Но когда ты хоть раз попробуешь, что такое Fresh Marketplace, когда ты хоть раз станешь клиентом нашего Marketplace, я думаю, ты очень сильно поменяешь свое мнение, и тебе станет очень круто, приятно покупать, продавать, обслуживать машины через наш Marketplace. Дружище, если ты досмотрел этот фильм до конца, то у меня для тебя есть офигенский сюрприз. Все дело в том, что 17 апреля на ADM Raceway мы с Дамиром будем на тестах. Дамир будет тестить V8, я буду тестить шершня, возможно, будет и Жека Лосев. В общем, это будет классное мероприятие, классный день, поэтому я приглашаю тебя посетить его и провести вместе с нами. Будет обязательно автограф-сессия, обязательно будет возможность посмотреть на то, как эта машина раздает боком, и ты будешь первый, кто увидит, как V8 наваливает с Дамиром за рулем. Поэтому я думаю, что это реально прикольное событие, обязательно не пропусти его и приезжай нас поддержать и пообщаться.